Никто этого не ожидал. Ни фанаты, ни СМИ, ни даже его собственные участники группы. В ту ночь казалось, что мир перестал вращаться, когда Ким Намджун, более известный как RM, лидер группы BTS, включил камеру и начал то, что выглядело как обычная прямая трансляция. Но уже через несколько минут все изменилось, и вся корейская индустрия развлечений задрожала. Вы думаете, что айдолы сами контролируют свои истории? Нет. Эти спокойные, но тесовые слова ознаменовали начало одного из самых противоречивых моментов в современной истории кей-поп. То, что начиналось как вдумчивое размышление, быстро превратилось в пламенное признание, ошеломившее фанатов. С серьезным выражением лица и дрожащим голосом RM намекнул, что компания HYBE, стоящая за BTS, имеет гораздо больший контроль, чем кто-либо мог себе представить. HYBE контролирует больше, чем вы можете себе вообразить. Последовала его тихая, но твердая фраза. Эта фраза вызвала мировую бурю. Хэштеги HYBE Exposed, RM Truth и Protect Namjoon взлетели в мировые тренды в считанные минуты. Прямая трансляция RM внезапно прервалась, что породило слухи о ее принудительном завершении. Но его слова уже разлетелись по всему миру, и теперь ничто не могло их заглушить. Во время эфира RM упомянул два имени, которые повергли фанатов в шок – Тэхион, Ви и Чонгук. «Вы думаете, что знаете, но вы не знаете», – сказал он. Он раскрыл, что некоторые их сольные работы и действия выполнялись без официального одобрения HYBE, включая то, что он назвал «актами неповиновения», символическими проявлениями сопротивления системе, ограничивающей их творческую свободу. Всего через несколько часов после удаления прямого эфира RM появились сообщения о секретном глобальном проекте Тэхиона в 2026 году, сотрудничестве, созданном вне контроля HYBE. Представители индустрии назвали это «декларацией художественной свободы». Вскоре после этого Чонгук нарушил молчание, написав всего 3 слова на своем личном аккаунте. «Он не ошибается». Интернет взорвался. Эти 3 слова были восприняты как молчаливое подтверждение того, что RM говорил правду. Пока интернет горел от теорий и солидарности, HYBE оставалась в молчании. Ни официальных заявлений, ни разъяснений. Только тишина, которая для общественности звучала громче любых слов. Тем временем RM получил мировое признание. Он был включен в список 20 наиболее влиятельных фигур арт-рынка Кореи, удостоен наград от Фонда «Культура Парадайз» и Сеульского национального университета как художник, вдохновляющий на свободу через честность и искусство. Его предстоящая выставка в Музее современного искусства Сан-Франциско стала международным событием, доказательством того, что RM превзошел рамки айдола, став символом художественной свободы и целостности как таковой. Этот скандал разжег масштабную дискуссию о свободе творчества в индустрии кей-поп. Наблюдатели считают, что признание RM может стать историческим переломным моментом, временем, когда айдолы впервые начали бросать вызов системе, десятилетиями управлявшей их жизнями. Тем временем Тэхион и Чонгук продолжали сосредотачиваться на своих личных проектах, доказывая, что идут собственным путем. Их молчание больше не воспринималось как капитуляция. Теперь это был знак достоинства и тихой силы. Последние слова RM во время эфира теперь эхом разносятся по всему миру. Правда не ждет разрешения. Для миллионов фанатов это было не просто признание. Это была тихая революция в индустрии, где десятилетиями царили контракты, имидж-контроль и корпоративные интересы. Это конец золотой эры BTS или начало новой эпохи, когда артисты отказываются быть управляемыми. Мир ждет, и эта история только начинается. Через несколько часов после исчезновения трансляции RM с интернет-платформ мировые СМИ отреагировали молниеносно. Издания The Korea Times, Billboard Asia и NME Korea сообщили, что видео было удалено со всех официальных площадок без объяснения причин. Но последующее сделало ситуацию еще страннее. Фрагменты трансляции начали появляться снова и снова на анонимных аккаунтах, загружаясь и удаляясь все время и все время. Это походило на войну. Одна сила пыталась подавить, другая — сохранить оставшийся святой интернет на 2 делящихся мир на 3 регенты. На международных форумах фанаты начали расследование. Они анализировали его выражение лица, тон, даже освещение комнаты. Вывод был один – это не промоушен, это предупреждение. «Он выглядел напуганным», — написала одна фанатка в Твиттер.
Это не тот RM, которого мы знаем, будто он понимал, что грядет что-то большое. Тем временем Хайби продолжала молчать. Никаких пресс-конференций, никаких ответов. Только короткое внутреннее заявление: «Мы изучаем ситуацию». Но для фанатов это молчание стало подтверждением. Скрывается нечто настоящее. С другой стороны, имя Тахиона заполонило заголовки. Источники из парижской модной индустрии сообщили, что певец, известный как Ви, готовил независимый межконтинентальный проект – сотрудничество с генеральным директором глобального бренда, вне контроля Хайби. Тахион давно хотел показать ту сторону себя, которую крупные лейблы не позволяли проявить, сказал источник. Этот проект не просто о музыке и моде, это о свободе. Но эта свобода имела цену. По сообщениям с начала 2025 года график Тахиона стал ограничен без объяснений. Некоторые публичные появления были внезапно отменены. Теперь слова RM о том, что Тахиона заставляют молчать, больше не казались слухом. Скорее, это была правда, долго скрываемая Середим. Пока мир бурлил, Чингук сохранял тишину. Несколько дней его социальные сети были полностью неактивны, пока он, наконец, не опубликовал 3 слова, потрясенные интернетом. Он не ошибается. Эти 3 слова отразили все, что сказал RM. Хэштег «Free Чингук» мгновенно стал мировым трендом. Фанаты заполнили соцсети сообщениями любви, поддержки и молитвами за безопасность участников. Посреди хаоса наблюдатели поняли нечто важное. Молчание Чингука – это не поражение, а самая спокойная и сильная форма сопротивления. Со временем давление только усилилось. Инвесторы начали ставить под сомнение репутацию Хайби и ее акций, а аналитики отмечали кризис доверия между артистами и агентствами. Это уже не внутренний вопрос, заявил эксперт из Seoul Entertainment Review. Это может изменить будущее кей-поп. Останутся ли артисты продуктами или, наконец, станут людьми с голосом? Через несколько дней появились сообщения о чрезвычайном закрытом собрании Хайби в ее штаб-квартире в Янсане, Сеул. Но снова ни одного официального заявления. Это молчание теперь казалось стеной, прочной, но начинающей трескаться. Иронично, но среди всего этого хаоса мировой арт-мир стал рассматривать RM как символ творческой свободы. Фонд «Культура Парадайз» и Сеульский национальный университет вновь включили его в список 20 наиболее влиятельных фигур арт-рынка Кореи, назвав его коллекционером и художником, продвигающим честность как форму культурного самовыражения. Новость о его сольной выставке в SF только укрепила его статус не просто лидера кей-поп, но глобального мыслителя и художника. В коротком интервью после инцидента, когда RM спросили, жалеет ли он о своем поступке, он спокойно ответил: «Я никогда не лгал. Правда всегда выходит наружу». Теперь фандом BTS, известный своей верностью и силой, превратился в глобальное движение солидарности. Хэштеги «Stand with RM», «Protect Namjoon» и «Free Чингук» продолжают доминировать в трендах. Фанаты запускают дигитальные кампании, пишут открытые письма международным СМИ и создают петиции, требуя прозрачности в индустрии развлечений Кореи. Одна из крупных фан-групп написала: «Мы больше не просто поддерживаем их музыку, мы поддерживаем их право быть людьми». Конец или начало всего? Мир затаил дыхание. Станет ли это концом BTS, которых мы знали, или началом новой эпохи, когда участники, наконец, свободны выбирать свою судьбу? Одно несомненно. Слова RM той ночи изменили все. Правда не ждет разрешения. И с той ночи мир кей-поп уже никогда не будет прежним. Тахион продолжает свой утонченный путь в искусстве и моде, доказывая, что красота не нуждается в разрешении, чтобы существовать. Чингук, спокойный среди бури, остается символом тихой силы. А RM, лидер, поэт, мыслитель, останется в памяти не только благодаря своим словам, но и благодаря смелости больше не молчать. Что бы ни случилось дальше, одно остается истиной. Они переписали правила игры. BTS, возможно, больше не стоят вместе на одной сцене под одним светом, но за этой дистанцией и тишиной выросло нечто большее. Понимание того, что настоящая музыка рождается из свободы, а не от приказа. И когда история запишет эту главу, она, возможно, назовет ее не скандалом, а поворотным моментом. Моментом, когда самые яркие звезды кей-поп напомнили миру: даже в контролируемой индустрии человеческий голос невозможно заставить молчать навсегда. Как сказал RM той ночью, правда не ждет разрешения. Теперь правда пришла, и мир учится слушать.